Um, Итак, пару вещей. Congratulations on your 25 years. Еще раз поздравляю российских сетевиков с 25-й годовщиной МЛМ в России. And one of the messages I want to communicate to you today И один из важных моментов, который бы я хотел донести до вас сегодня, is that if we are going to see, and I mean we, in the world, если мы, и под мы я подразумеваю всех нас, представителей разных стран во всем мире, if we're going to see another 25 years, если мы выдержим еще 25 лет, we have got to change, and by change I mean transform the way MLM is being done today. нам надо существенно изменить, и под изменить я скорее даже подразумеваю трансформировать сетевой бизнес и подход к нему. And I'll tell you more about that. И об этом я поговорю немножко позже. For those of you who know me, you know that I hate talking at people. Те из вас, которые немного знакомы со мной и с моим стилем презентации, наверное, помнят, что я терпеть не могу читать людям лекции. If this program today was the way I really wanted it to be, если бы было в моей власти провести вот эту встречу именно просто так, как я бы хотел ее провести, we would be in my living room or your living room, and we would be having a conversation. Мы бы сидели у меня в гостиной или у вас в гостиной, и мы просто бы беседовали и обсуждали разные вопросы. I am all about life is created in conversation. Мое кредо – жизнь создается в беседе, жизнь создается в диалоге. And this is especially true in network marketing. И это наиболее правдивое высказывание в отношении именно сетевого маркетинга. Outside of taking care of your body, помимо того, что вы, безусловно, должны заботиться о своем собственном теле и о здоровье своего собственного тела, everything you do is speaking and listening. It's all a conversation. фактически все, чем вы занимаетесь по жизни, так или иначе связано с разговором, с беседой. So as soon as we can today, I want to get to your questions. I want to speak with you. Поэтому, как только как мы сможем, я хочу завязать именно такого рода беседу с вами. Ну, насколько это у нас получится. У нас были собраны кое-какие вопросы от наших слушателей и зрителей, поэтому мы адресуем, скорее всего, кое-какие из этих вопросов. Конечно, не все, поэтому если на ваш вопрос вы ответа не получили, извините, пожалуйста. Может быть, в следующий раз мы постараемся. And before we get to the questions that I'm going to answer, и прежде чем мы коснемся вопросов, на которые я буду отвечать, please stay here because I have a very special offer about a coaching program that we are going to be doing right away. Хочу сразу всех предупредить, не расходитесь после презентации, потому что для вас у меня имеется предложение уникальное в своем роде, от которого, я думаю, вы просто не сможете отказаться. And I have a special wrinkle that even Oleg doesn't know about, that Katyusha doesn't know about, that I've added to that coaching program for you. So it's going to be fairly extraordinary. Please wait and listen to what we have to say about that. Еще хочу вам сказать, что даже Олег, даже Катя не знает о том, что я хочу добавить. Старайтесь остаться, выдержать до конца.
чтобы узнать, какой сюрприз я вам подготовил. Did you get an answer from Oleg? Okay. So first thing I want you to do is, and I don't know how we do this, Nadia, whether you put a link in the chat or what is the best way to do this, but I want to encourage you, please, to go and get TGN 365. And this is a free thing for you. It's on the internet. You can get it, and they get an email, yes? Different formats. Nadia will send them the link. It's in different formats for you to get. But what it is a daily message from the greatest networker. Прежде чем мы начнем отвечать на вопросы и прочее, я хочу сделать вам подарок. Мы, если вы еще не участвуете в наших ежедневных рассылках, это зачатки клуба величайших сетевиков, о котором упомянул Олег перед нашим выступлением. Это сообщение от величайшего сетевика, которое вы можете получать совершенно бесплатно, 365 дней в году, каждый день новое сообщение с каким-то мудрым высказыванием, с каким-то комментарием, который может изменить вашу жизнь, ваше отношение к бизнесу и вообще произвести благоприятное впечатление и на вас, и на ваших дистрибьюторов. Надя, если можно, сбросить на 365 дней подписку ссылочкой, было бы здорово. Это наш для вас подарок. Вот я вижу, уже Надя выслала ссылку. Наталья, я очень рада, что вам нравится. Это действительно очень классные, ежедневные, стимулирующие, вдохновляющие сообщения. Спасибо Галине тоже. Здорово. A lot of people are already getting this. Но это еще не все подарки от нас, поэтому ждите сообщений в дальнейшем выступлении. So for those of you who are already getting it, if you really like it, put a 1 in there and let people know, please. Can you do that? А теперь хочу попросить всех, кто подписаны на эти ежедневные 365 сообщений в году, если вы их получаете, и они оказывают на вас и на ваш бизнес благотворное влияние, поставьте, пожалуйста, единичку в чате. The TGN 365 has business building tips. It has stories, things to motivate you, things to inspire you. В этих сообщениях, вот пока люди печатают, хочу сказать, что там и подсказки, и какие-то уроки, и истории, все связанное с сетевым маркетингом и тем, что может помочь вам и вдохновить вас на дальнейшие успешные действия в этом бизнесе. You recently in this conference saw Wes Linden and Kim Klaver. Вот чуть раньше в рамках вот этой конференции, которая сейчас проходит, вы видели выступление Ким Клейвер и еще увидите выступление Уэса Линдена. И and so we have many tips from people like Wes and Kim and Randy Gage and Tom Big Al Schreider. И у нас вот в этих рассылках очень много зерен мудрости от таких людей, как Вес и Ким и прочих других. So it's a great resource of strategies and secrets and techniques and tools. Это потрясающий ресурс и стратегий, и техник. Наталья said, and they make you think. And they make you think. Ага. И как Наталья написала, и думать заставляют. I make you think. И я тоже заставляю вас думать. If I have to think, you have to think. It's just that easy.
Потому что если мне приходится думать, то я вас тоже напрягу и будете думать со мной. There's lots of information, more today than ever before. Сейчас очень много различной информации, и на сегодняшний день, скорее всего, больше, чем когда-либо ни было. And I don't know how it is in Russia, but I know how it is in America. Я не знаю, как там у вас дела в России, но я могу рассказать, как дела обстоят здесь, в Америке. And the people who need the information, the quality knowledge the most, люди, которым информация необходима наиболее, are people who can't afford to pay what so many trainers for courses and classes are charging today. Чаще всего не могут себе позволить потратить на тренинги звезд коучинга тех денег, которые те за это просят. So TGN 365 is one way that we can give to everybody. И вот эти 365 сообщений – это то, что мы можем подарить и дать всем и каждому. Knowledge that they need to help them succeed in network marketing. Дать им знания, которые им необходимы для успеха в сетевом маркетинге. So, enough about that? Yes, enough about that. И у нас как раз здесь среди вопросов, которые вы представили, нашелся вопрос очень интересный, на мой взгляд, и как раз по теме, о чем мы сейчас говорили. Excuse us, we're trying to figure things out. Мы здесь пытаемся разобраться, что происходит. Был задан вопрос из тех, которые вот нам перед выступлением подали. Джон, откуда вы берете вдохновение и материалы для своих ежедневных сообщений? So, where do you get inspiration and materials for your 365 messages? And you told them that question? Yes. Okay. Couple things. One is I am blessed with an insatiable appetite for learning. Пара вещей. Первое, что я просто благословлен тем, что обладаю ненасытным аппетитом для учебы. And one of my gifts И я считаю, что один из моих даров, дар, которым я обладаю, is that I am compelled to share what I'm learning with other people. Что я просто не могу не поделиться с другими тем, чему я сам научился. I've made a career of this for 30 years in network marketing. В течение 30 лет именно на этом я строил свою карьеру в сетевом маркетинге. I spend the first hour to hour and a half of every day Первый час-полтора каждый день в начале своего рабочего дня studying. I read devotionals, I read other information every morning. я посвящаю обучению. Я читаю различные статьи, различные материалы для того, чтобы поднять уровень своего собственного образования. And for whatever reason, which I cannot explain, И по причине, которую я вряд ли смогу объяснить, I'm always connecting the dots. Do they know it? Connecting the dots. Я постоянно соединяю различные точки в этом пазлике. So this just comes naturally to me. I want to share, I want to learn. What I learn, I want to share. То есть это происходит естественным образом. Я что-то новое узнаю для себя,
я чему-то новому обучаюсь, и мне очень хочется сразу же этим поделиться с другими. And as I said, I have no commitment to creating thousands of MLM millionaires. И, наверное, многие слышали такое мое выражение, что я не зациклен на том, чтобы создавать тысячи миллионеров в сетевом бизнесе. I'm passionate about creating millions and millions of network marketing thousandaires. Но я страстно увлечен идеей создания миллионов и миллионов сетевиков, которые зарабатывают тысячи. Now, you'll have to translate this from dollars to rubles. Ну, конечно, Rubles, если мы начнем конвертировать из долларов в рубли эти цифры, But what we've learned from research у нас может быть небольшая несостыковка возникнет, но то, что нам известно из проведенных исследований, is when people earn $500 a month or more in network marketing, это если люди зарабатывают, работая в своем сетевом бизнесе, от $500 и больше в месяц, they stay in this business. они в бизнесе остаются. And recent research is proving that when you are prospecting and talking about an income, И еще одна вещь, которую подтвердили недавние исследования, если вы разговариваете с потенциальными дистрибьюторами, рекрутируете кого-то, you have much greater success telling people that for a part-time effort, they can make $500 a month. то большего и более позитивного результата вы добьетесь именно если скажете им, что при частичной занятости они могут зарабатывать дополнительно $500 в месяц, как минимум. A couple of months ago, I did a research project with network marketers. Пару месяцев назад, пару месяцев назад я участвовал в исследовании наряду с другими сетевиками. And the point of my research was to learn what it was that people thought and felt. И цель моего исследования заключалась в том, чтобы вычленить, что люди чувствуют и думают, prevented them from being as successful as they wanted in the business. Что является блоком, что блокирует их путь к успеху в сетевом бизнесе. And there were a number of top reasons. И существовало несколько главенствующих в этом списке причин. But one that absolutely killed most people Но одна из причин, которая была названа, которая убила сетевиков в большинстве этих людей, was the false expectations that they received when they were being prospected for the business. это были неоправданные ожидания, когда они приходили в бизнес, и им обещалось то, чего достичь они не могли. You cannot say this business is for everybody. Вы на самом деле не можете заявить, что этот бизнес абсолютно для всех. It's not. Потому что это не так. There are people who do not belong in direct sales and network marketing. Что бы там ни говорили, существуют люди, которым не место в сетевом маркетинге и в области прямых продаж. And you cannot promise that in 3 months you'll make $10,000 a month. И вы не можете никому обещать, что в течение 3 месяцев вы станете зарабатывать $10 000 в месяц. That's crazy, and in the United States, that's illegal. Это сумасшествие, и на самом деле в Соединенных Штатах Америки такое заявление просто нелегально.
And these are two examples of things we must change now. И это просто пара примеров того, что нам, как сетевикам, необходимо изменить в нашем подходе к этому бизнесу. Now, I don't mean to be an arrogant American. Я не хочу показаться вам заносчивым американцем. We have more than our share of them. У нас здесь их на каждом шагу пруд-пруди. But one thing I have seen in my 30 years in this business Но одна вещь, которая бросается в глаза уже на протяжении 30 лет моей связи с сетевым маркетингом, and in my research of our history, и то, что я обнаружила в моих исследованиях, связанных с историей нашей индустрии, is, and I think this is because multi-level marketing, MLM, started in the United States. И я думаю, может быть, основная причина заключается в том, что MLM, многоуровневый маркетинг, зародился именно здесь, в Америке. Typo 1 for me if you'd be interested in a very fast history lesson. Можно вас попросить быстренько поставить единичку, если вам будет интересно выслушать этот экскурс в историю от меня, кратенько. Ну, похоже, что... many ones. Okay. Похоже, что некоторым людям интересно. Multi-level marketing began in the United States back in the mid-1930s. Сетевой маркетинг в Америке зародился в середине 30-х годов прошлого столетия. A gentleman named Carl Renborg Джентльмен по имени Карл Ренберг had spent years in China as a manufacturer. Проработал в Китае долгое время как представитель изготовителя. And there was the Chinese-Japanese conflict, and Westerners were kicked out of China. И там был разгар китайско-японского конфликта, и все представители западных государств были просто высланы из Китая. So Renberg came back to the United States. Ренберг вернулся в Соединенные Штаты. And one thing he brought from China was utilizing food, nutritional supplements to help people's health. И то, что он привез с собой из Китая, это использование пищевых добавок для того, чтобы положительно влиять на здоровье человека. He created a company called California Vitamins. Он создал компанию, которая называлась «Калифорнийские витамины». And he began selling his vitamins to people. И он начал продавать вот эти свои витамины народу. Now it's interesting, at first he gave them away. Интересно, что сначала он эти витамины просто бесплатно раздавал. But what he found was that people didn't use them. Но что он обнаружил, когда витамины раздавались бесплатно, люди ими не пользовались. So he began to charge for them. Он тогда стал брать за эти витамины деньги. And all of a sudden people came back and said, I want more, I want more, I want more. И вдруг люди стали приходить к нему и требовать больше, больше и больше. And here's the first part of the MLM concept. И вот первая часть концепции MLM. Renberg taught his customers. Ренберг научил своих клиентов. He used them as his salespeople. Он использовал этих своих клиентов как продавцов своей продукции. He said, if you tell people about these products and they buy, I will give you a percentage of that sale. Если вы, говорил он, расскажете своим друзьям и знакомым о моих витаминах, и они купят в свою очередь баночку другую, то я заплачу вам за ваши усилия по продаже. Now, that was in the late 1930s.
И это было уже ближе к концу 30-х годов прошлого столетия. After the Second World War, А после Второй мировой войны there were two men who were marketing experts. двое джентльменов, которые были экспертами по маркетингу, Meitinger and Castleberry were their last names. Майтингер и Каслбери, так их звали по фамилии. And they had studied a very unique department store in the United States, J.C. Penney. Они занимались изучением продаж в очень известной сети американских магазинов, которая называется J.C. Penney. And Penny's was the most successful department store in America. И на то время J.C. Penney был самым известным и успешным универсальным магазином в Америке. And what was unique about Penny's compensation structure И что было уникальным в компенсационной системе этой сети J.C. Penney, was that the clerks on the floor who did the selling это было то, что продавцы, которые непосредственно осуществляли продажи в магазине, the people, the management people right above them, their supervisors, и менеджеры, которые управляли этими продавцами, were paid a percentage of the clerk's sales. Менеджеры получали процент с того, насколько успешно продавали продавцы в магазине продукцию, представляемую в магазине. То есть они получали процент с продаж, делаемых продавцами. And then the people above them were paid a percentage of those. Которые находились на служебной лестнице на порядок выше, чем вот эти менеджеры и супервайзеры, надзирающие за продавцами, они тоже получали процент. And that went all the way up to the person who was in charge of that entire store. И так до самой вершины, до управляющего этим конкретным магазином. Everybody was paid on a percentage of the success of the people underneath them. Каждый получал процент, основанный на том, на успехе того человека, который работал и был размещен ступенью ниже служебной лестницы. Meitinger and Castleberry and Carl Renborg met each other and they combined their business philosophies to create multi-level И marketing. вот эти вот два джентльмена, которые раскрыли секрет успеха J.C. Penney, они встретились и они соединили свои знания и результаты своих исследований и успех, и таким образом они разработали непосредственно концепцию вот этого сетевого маркетинга. California Vitamins changed their name to Neutralite. Калифорнийские витамины изменили свое название и стали называться Nutrilite. And they attracted two guys from the Midwest of America. И они привлекли двух людей с Среднего Запада Америки, who were running an airline pilot school, которые изначально были организаторами и владельцами компании, которая тренировала и воспитывала летчиков. named Jay Van Andel and Rich DeVos. Rich DeVos and Jay Van Andel. Years later, Jay and Rich went on to found Amway. И несколько лет спустя эти два джентльмена основали Amway. And to this day, they acquired Neutralite, and to this day, that is their supplement line. Они выкупили Nutrilite, и до сих пор по сей день Nutrilite является частью компании Amway, которая производит и распространяет именно витамины. So one of the reasons I believe very strongly И одна из причин, и я в это свято верю, that what happens in
multi-level marketing, direct sales, network marketing, То, что происходит в сетевом маркетинге, в прямых продажах in America в Америке, is a predictor of what will happen in the rest of the world. является своего рода показателем того, что в какой-то момент случится и в других странах по всему миру. Sometimes slowly and sometimes quickly. Иногда этот процесс происходит медленнее, иногда быстрее. But there is an absolute crossroads coming for network marketing, MLM, direct sales in the United States right now. It's happening right now. Но вот сейчас мы оказываемся на перепутье, на перекрестке, и на этом перекрестке стоит наша индустрия, сетевой маркетинг, прямые продажи, MLM. Our government is requiring network marketing companies change dramatically. Американское правительство заставляет сейчас сетевые компании серьезно и значительно изменить свой подход к бизнесу. And this is not just an idle threat. И это, к сожалению, не просто беспочвенная угроза. The Herbalife Например, компания Herbalife is currently facing very severe penalties unless they change the way they do business. Сейчас на грани того, чтобы подвергнуться серьезным наказаниям со стороны правительственных структур, если они не изменят ряд подходов к бизнесу и политических моментов, связанных с действием компании. They are being forced by the government to prove правительство заставляет сейчас эту компанию доказать a strong 70 to 80% of sales being retail sales. Доказать то, что 70-80% продаж, производимой компании, это продажи, которые люди продают не по сети, а непосредственно из рук в руки, розничные продажи. In America, we have a phrase called the 3 R's. В Америке существует фраза, которая звучит как 3R. And this is what we teach children, the 3 R's. И это то, чему мы учим своих детей здесь. Reading, writing, and arithmetic. И эти 3 R стоят, ну, в переводе, конечно, они не будут R, это чтение, письмо и математика. The 3 R's of MLM have been for 50, 60 years. И вот эти 3 R, этот костяк сетевого маркетинга 30, 40, 50, 60 лет были. Recruit, recruit, recruit. Рекрутируй, рекрутируй, рекрутируй. And if that's what you do, and that's what your company continues to focus on, recruiting, recruiting, Если это только то, чем занимаетесь вы, если это только то, чего требует от вас ваша компания, рекрутируй, 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 I can promise you, you will not be in business sometime from now. I can't say how long, but that's going to end. Я обещаю, что, к сожалению, в какой-то момент это прекратится. В какой-то момент вы не сможете находиться в этом бизнесе. В какой-то момент вам придется его оставить. The new companies and the redesigned companies that are succeeding today Новые компании и компании, которые себя переделали и которые достигают наибольшего успеха сейчас здесь, на местном рынке, have a new 3 R's. Имеют новый подход, у них новые 3 R. Number 1 is relationship.
Первое – это отношения, построение отношений. Number 2 is retail customers. А второе – это клиенты, которые покупают вашу продукцию в розницу. And number 3 is doing everything you can to retain the people who have joined you in business. И третье, наверное, наиболее важная вещь – это то, чтобы пришедшие в ваш бизнес люди оставались с вами, не покидали вас, не покидали ваш бизнес. Relationship, retail, retention. Итак, отношения, их построение и укрепление, розничная продажа и сделать все возможное для того, чтобы люди оставались с вами в вашем бизнесе, не покидали его. And please, this is not my opinion. И, пожалуйста, еще раз подчеркиваю, это не просто мое мнение. The data is proving this. Данные, собранные различными инстанциями, это подтверждают. There are less new companies coming in to direct sales and network marketing today than ever before. На сегодняшний день наименьшее количество новых компаний приходит в сетевой маркетинг и в прямые продажи, чем когда-либо ни было. Our sales around the world are down. Продажи по всему сетевому маркетингу в мире упали. Now, a couple of the associations who tell you sales numbers, in all honesty, they're not telling the truth. Конечно, есть и люди, которые не говорят правду о том, в какой ситуации на самом деле находится уровни их продаж. For 2016, sales were not flat, they're down. За 2016 год был замечен серьезный спад в уровнях продаж компаний, которые сетевой маркетинг испытывают. When you say MLM in America, people run the other way. И если вы где-то в Америке напишете или скажете MLM, от вас просто тотчас же люди разбегутся в разных направлениях. And we've brought this on ourselves. И я считаю, что это наша собственная вина. Now, please, I know how negative I have just sounded to you. И я хочу, чтобы вы поняли, что я осознаю, насколько негативно я сейчас, наверное, для вас показался, насколько негативным я показался сейчас для вас. And I believe with my head and my heart and my soul И я верю и умом, и разумом, и душой that direct sales, network marketing в то, что прямые продажи, сетевой маркетинг is the leading edge business model in the world today. до сих пор является наиболее прогрессивным методом ведения бизнеса. But we have to get back to the basics, the things that are greatest and best about this business. Но нам надо вернуться к истокам нашего бизнеса. То, что делает сетевой маркетинг самым наилучшим, самым уникальным. We cannot make false claims about products or exaggerated claims about the income opportunity. Например, мы не можем делать беспочвенные заявления о результатах приносимых продукций. И мы также не можем делать заявления по поводу того, сколько человек будет зарабатывать, если он подпишется в нашу компанию. We need to really train our people. Нам надо теперь действительно заняться тренингом наших людей в наших организациях. And this business of a duplicatable system И этот бизнес
весь этот разговор о дупликационных системах is just not true. Не является правдой. People are unique and different. Каждый человек уникален. You all know Tom Big Al Schreiter. Вы все наверняка слышали о Томе Большом Элли Шрайтере. Now, if you were prospecting Tom, Если бы вы решили привлечь в свой бизнес Тома Большого Элла, and you told Tom, hey, we do all of our business on the phone. И вы бы заявили ему: Том, весь свой бизнес мы делаем по телефону. Conference calls, opportunity calls, three-way calls. Конференц-звонки, звонки для привлечения новых людей, образовательные звонки, звонки со спонсором. Even if Tom Schreiter loved your product and wanted to do the business, he'd run away. Если бы даже Том Шрайтер абсолютно был влюблен в то, что вы предлагаете, вашу продукцию и вашу возможность деловую, которую вы предлагаете ему, он бы от вас сбежал. Because Tom hates talking on the phone. Потому что Том терпеть не может разговаривать по телефону. He's the absolute master of standing on stage and talking to people. Он с невероятным мастерством выступает на сцене, читая свои лекции, проводя свои презентации, уроки перед огромным количеством людей. And he's a master face-to-face, one-on-one. И один на один лучше его не найти человека, который бы с вами занимался. He just hates the phone. Он просто телефон терпеть не может. So if your duplicatable system is all about the phone, и если ваша система вашей компании вся завязана на то, чтобы дуплицированно привлекать людей только по телефону, you just lost the greatest networker in the world. Вы только что потеряли величайшего сетевика в мире. We're all different. We've got strengths and strengths we need to develop. Мы все разные, мы все уникальные. У каждого из нас есть свои сильные стороны. У каждого из нас есть сильные стороны, которые нам еще необходимо в себе развить. We have perspectives that need to change. У нас есть отношения к жизни, которые надо изменить. And most of the training that happens around the world today и большинство тренингов, проводимых сейчас в мире, is a paint by numbers, one size fits all, my way or the highway. Это в большинстве своем раскрашивание по циферкам, раскрашивание картинки по циферкам. Some people are great on social media, like Facebook. Делайте это, как я вам говорю, или не делайте этого вообще. Если вы не можете делать это так, как делается у нас в компании, то успеха вы не добьетесь. Но, опять же, у каждого свои сильные стороны. Кто-то, например, может построить огромные организации, работая только в соцсетях. Some people can walk up to a stranger and in seconds be in a great conversation. Некоторые люди обладают талантом того, что они могут подойти к любому совершенно незнакомому человеку на улице и завязать с ним душевный разговор уже через пару минут. Some people are totally comfortable talking to groups of 5 and 10 and 100 and 1000. А некоторые люди чувствуют себя абсолютно в своей тарелке, когда разговаривают с группами от 5 до 1000 человек. We as upline sponsors need to partner with our people individually. Мы, как офлайн-спонсоры, должны создавать партнерские отношения со своими дистрибьюторами и иметь к каждому абсолютно индивидуальный подход. We need to make the time to get to know
who and how they are. Мы должны найти время для того, чтобы узнать, что представляют из себя эти люди, с которыми мы строим этот бизнес, чем они живут. And that begins when we're prospecting. И это начинается с самого момента, когда мы только заводим самый первый разговор с этим человеком. I think many duplicatable systems Я считаю, что многие системы дуплицирования were created by lazy uplines. были созданы спонсорами-лентяями. They didn't want to make the time. Oh, I don't have enough time to get to know the person. Которые просто не хотели выделять время на то, чтобы узнать что-то о человеке. И чаще всего использовали такие отмазки. У меня просто нет времени, чтобы с каждым лично разговаривать и узнавать его подноготную. Look, if you look at how this business works, если вы взглянете на то, как на самом деле работает этот бизнес, if your goal is to make $10,000 a month, и если, например, ваша цель заключается в том, чтобы начать зарабатывать, ну, скажем, $10 000 в месяц, in general, as an average, в среднем, в общем и среднем, you need to partner with, to teach and train and support вам надо завести партнерские отношения, натренировать и поддерживать 5 people, 5 людей, who each make $2,000 a month. которые, в свою очередь, будут зарабатывать по $2000 в месяц. Then you'll have your 10. Ну, тогда у вас наберется ваши 10. Now, in any other business except MLM, А в любом другом бизнесе, за исключением MLM, how much time would you be willing to identify, teach, and train each of those $2,000 a month people? сколько времени вы согласились бы уделить обучению и подготовке вот этих вот 5 людей для того, чтобы вы смогли, чтобы они смогли заработать свои 2000? But in MLM, oh, that takes too much time. I don't have time for that. I've got to get them in and get them in and get them in. Но почему-то в сетевом маркетинге мы очень часто слышим заявление: о, на это уходит слишком долгое время, у меня этого времени нет, мне просто надо их привлечь как можно скорее, как можно больше, чтобы как можно быстрее мне достичь вот этого уровня заработка, на который я наметился. And that is exactly why all around the world, only 5% of all of the men and women in this business are earning any money. И я считаю, что именно вот этот вот подход, что у меня нет времени, является основной причиной, что только 5% всех задействованных в сетевом маркетинге людей зарабатывают существенные деньги. 90% will drop out, quit, because they're disheartened, discouraged, and disappointed. 90% отпочкуются и бросят этот бизнес в кратчайшие сроки, потому что они почувствуют разочарование, они почувствуют, что их предали, и по многим другим негативным причинам. And the other 5% are going broke enthusiastically. А еще 5% они с большим воодушевлением и энтузиазмом станут банкротами. And it's not their fault. И на самом деле это не их вина. It doesn't have to be that way. Это так не должно быть. This business isn't easy, Это нелегкий бизнес, but it is simple. но он довольно прост. You need to learn how to communicate to people. Вам надо научиться, как строить свои взаимоотношения и как разговаривать с людьми. You need to develop the deep skills. Вам надо разработать глубинные навыки. And we talk about skills like
inviting and presenting and three-way calls. И когда мы о навыках говорим, то большей частью мы подразумеваем, как приглашать людей, как делать презентации, как делать трехсторонние звонки. Those aren't skills. Those are tools. Но это на самом деле не навыки. Это наш инструментарий. That's like a hammer and a saw. Это как пила и молоток. The real skills are those things, those qualities that enable you to use the hammer and use the saw. На самом деле навыки – это то, что поможет вам с наибольшей продуктивностью использовать этот молоток, использовать эту пилу. Please ask yourself if you were more consistent. Задайтесь вопросом сейчас. Каждый сам себе задайте вопрос. Can you repeat about the consistency? Sorry? Can you say it again? If you were consistent, Если бы вы были последовательны в своих действиях, would you be more successful? как вы думаете, добились ли бы вы большего успеха? If you were more able to make and keep commitments, would you be more successful? Если бы вы могли делать и сдерживать свои обещания и выполнять взятые на себя обязательства, как вы думаете, достигли ли вы бы большего успеха? They are saying yes, yes. If you were more confident, Если would you be more successful? Если бы вы обладали большей уверенностью в себе, помогло бы это вам добиться большего успеха? One universal thing that every direct sales network marketing person must be good at is Одна вещь, в которой любой сетевик, любой человек, занимающийся в области прямых продаж, должен быть комфортным и уверенным и чувствовать себя как рыба в воде. communication. If you could communicate better, would you be more successful? Это коммуникация, это общение. Если бы вы могли налаживать свое общение с большей продуктивностью и более целенаправленно, был бы ваш успех более гарантированным? Как вы считаете? These are examples of the deep skills, the core, fundamental, essential skills you need to succeed in this business and in life. Вот это как раз и является теми глубинными навыками, о которых я говорю. Это как раз те навыки, которые необходимы вам не только для успеха в вашем бизнесе, они необходимы вам по жизни. And how you learn those is science. И как этого достичь, как этому научиться, это просто обыкновенная, простая наука. You learn these things А вы учитесь этим вещам through 4 steps. Instruction, посредством 4 шагов. coaching, Инструкция, коучинг, deliberate practice, целенаправленная практика and rest. и отдых. Now, that last one usually surprises people. А вот этот последний пункт обычно удивляет людей. Rest is required to let the instruction, coaching, and practice sink in. Но на самом деле отдых просто необходим для того, чтобы вот то, что вы получили во время инструктажа, во время практики, чтобы оно все укоренилось. Learning is moving something from short-term memory to long-term memory, making it a habit.
Поскольку обучение – это перенос информации из краткосрочной памяти в раздел долгосрочной памяти, и чтобы эти новые знания стали для вас привычными, стали привычкой, вошли в привычку. And that's what we do, that's what we're offering in the greatest networker mentor coaching program. И это как раз то, что мы хотим и предложить, и предлагаем в нашей менторской коучинговой программе, о которой мы с вами поговорим попозже. Nadja asked to answer a couple more questions, because we sort of deviated from that very briefly. Several questions, please, and then we can do that. Okay, so I was going to talk about the coaching program. Does she want me to answer questions first? Yes, questions okay, first. Great. So, go ahead. And then I'm going to say that they will hear about the coaching program. Okay. Так, небольшая рабочая пятиминутка, 5-секундка. О предлагаемом пакете коучинговой программы мы вам скажем буквально через несколько минут. И, как Джон сказал в начале, не отключайтесь, потому что это как бы совершенно беспрецедентное предложение, которое русской аудитории еще никогда не предлагалось. Но перед этим, поскольку мы обещали, но немножко отвлеклись, несколько ответов на присланные вами вопросы. Вопросов на самом деле очень много, и все очень хорошие вопросы, и выбрать из них тяжело, поэтому я, наверное, просто методом, что называется, тыка буду выбирать вопрос, и посмотрим, как Джон на эти вопросы будет отвечать. So I will ask you first and then translate so we can have a minute to think. What today motivates people to come to this business, in your opinion? Okay? Think about it now. If you think it's a good question. Sure, go ahead. Okay. Первый тык. Вопрос. Что, по-вашему, сегодня мотивирует людей приходить в наш бизнес? Go. Sure. You already asked them. Yeah, shortly. Okay. I think always in network marketing, the money matters. Ну, как всегда, конечно, это было в сетевом маркетинге. Деньги являются немаловажным фактором. But it is never only about the money. Studies show this. Но, опять же, основываясь на результатах исследований, можно смело сказать, что деньги на самом деле это не главное. The way that you're going to make money has got to excite you. Дело в том, что то, как вы зарабатываете эти деньги, должно являться приятным времяпрепровождением для вас. It's got to fulfill deeper values. Это должно соответствовать и поддерживать ваши внутренние, глубоко заложенные жизненные ценности. So when you are in the prospecting process, и когда вы занимаетесь проспектированием, and let me clarify something about what is a prospect. И на секундочку хочу здесь подчеркнуть то, что я подразумеваю под проспектированием. Everybody is not your prospect. Не всякий будет вашим потенциальным дистрибьютором. A prospect is somebody who wants what you have to offer. Тот, кто станет хорошим претендентом на то, чтобы быть вашим потенциальным дистрибьютором, хочет получить то, что вы ему предлагаете. And can afford it. И может за это заплатить, может себе это позволить. Now I can say more about that, but basically that's it. A prospect wants what you have and can pay for it. Я, конечно, могу больше на этот предмет распространяться, но все сводится к тому. Человек должен хотеть то, что вы
ему предлагаете, и у него должна быть возможность это у вас приобрести. So your job is to go and find those people. Ваша задача заключается в том, чтобы выделить этих людей, найти их. You don't make those people, you find them. Вы не создаете таких людей, вы их ищете. Now, there's a dilemma in network marketing, a challenge. В сетевом маркетинге существует своего рода дилемма. And I won't ask you because I know the answer from talking to tens of thousands of people all around the world in many different cultures. Я не буду вас сейчас об этом спрашивать, потому что я основываю свои заключения на разговорах с десятками тысяч сетевиков со всего мира, из разных стран. Only 10% of the men and women who get involved in network marketing have professional marketing and sales, formal training, or direct experience. Из всех людей, которые приходят в сетевой маркетинг, только у 10% имеется предыдущий опыт работы в линейном бизнесе, опыт работы в маркетинге, как традиционном бизнесе. So for 9 out of 10 of you, you've got no professional training or experience. Поэтому я с большой долей уверенности могу сказать, что у 9 из вас, если мы берем 10 человек из этой аудитории, у 9 из них никакого предварительного опыта образования или подготовки в сфере маркетинга нет. And this is a marketing profession. Но это профессия маркетинга, сетевой маркетинг. So you see the challenge. We have a marketing profession where 9 out of 10 people are not professionals in marketing. И вот она наша дилемма. Наш бизнес называется сетевой маркетинг, но у 9 из 10 человек никакого ни образования, ни опыта в маркетинге не имеется. So what I tell people is market to yourself. Поэтому я говорю людям, вы должны продавать вещи, нацеливать свой маркетинг на себя. What is it that you wanted and now appreciate most about your products or service? Что вы хотели от продукции, когда вы впервые услышали об этом бизнесе? И что вы для себя нашли в продукции, в деловом предложении, после того, как вы уже вступили в ряды сетевиков? Be clear about those things and go out into the world and look for people just like you. То есть сделайте для себя совершенно определенными вот эти моменты. Что было для вас важным, притягательным, вдохновляющим в продукции вашей компании, в сетевом маркетинге в целом. И после этого, когда у вас будет конкретная картина того, что лично вас привлекло в этот бизнес и к этой продукции, выходите в мир и ищите себе подобных людей, которым бы тоже те же самые качества продукции и бизнеса в целом, и вашего маркетинга плана показались бы привлекательными. How many people in your town, in your city, or that you're connected to on the internet? Сколько людей в вашем городе или из числа тех, с кем вы связаны через соцсети, через интернет, want the benefits you get from your products and can afford it? хотят те же самые результаты, получают ту же самую пользу от продукции, которую вы используете, и которые могут за эту продукцию заплатить. And unless you live in this tiny little town, the answer is thousands. И если только вы не живете в какой-то маленькой, забытой Богом деревушке,
то ответ на этот вопрос будет по крайней мере 1000 людей. And it's the same thing with the business partnership, with the opportunity to own your own direct sales business. И то же самое относится и к предложению вашей деловой возможности, продвижению и продаже вашего бизнеса. How many people are there in your town, in your city, or that you can connect with? Сколько людей в вашем городе, сколько людей из тех, с кем вы связаны через интернет, Are willing to invest 5, 10, 15 hours a week согласились бы инвестировать 5, 10, 15 часов в неделю, to create an extra income that within 2 or 4 years can get them an additional $500, $1,000, $2,000 or more a month? для построения бизнеса, который в течение 2-4 лет помог бы им зарабатывать дополнительно 2, 5, 10 тысяч долларов. Your job is not to change people's minds. Ваша работа заключается не в том, чтобы изменить мышление людей. Look, change is fascinating, and there's a scientific reason people resist change. Вообще изменение – это очень интересная штука, и существует множество различных исследований, посвященных именно изменениям. They did some brain-mind research in Montreal, Canada. В Монреале, в Канаде, был проведен ряд исследований, где ученые наблюдали за мозговой деятельностью, Where they mapped the electrical impulses and the chemical releases когда они картографировали импульсы и всплески, происходящие в мозгу человека, that happen when people think about the word change. когда люди просто думали о самом этом термине, о самом этом слове перемена, изменение. Then they went to look for, was there any direct correlation? Was there another word where the brains responded in the same way? И тогда они решили провести параллели и найти другое слово, другую идею, которая вызывала бы те же самые всплески в мозговой деятельности, и наблюдали за тем, какие слова и идеи вызывали подобные же импульсы. And the closest match was the word torture. И самый близкий результат, который они получили, который вызывал те же самые активности в мозгу человека, как при слове перемена, были связаны со словом пытка. So that's what you're up against when you try to change people's minds. Поэтому самое бесплодное, что мы можем творить, это пытаться изменить мышление людей. We're programmed to resist change. We're fearful of it. Мы запрограммированы для того, чтобы бояться и противостоять переменам. So your job is to learn how to speak and listen well enough. Ваша задача заключается в том, чтобы говорить и слушать достаточно качественно, to connect with other people, чтобы наладить связи с другими людьми, to learn who and how they are in their lives, чтобы узнать, кто они такие, что из себя представляют, как протекает их жизнь. And to see if there is a fit with your products, with your opportunity, and most of all, и обнаружить, существуют ли взаимоотношения, подходят ли эти люди, их стремления, их мечтания и то, что предлагает ваша компания, ваша продукция друг другу.
most of all, if there is a fit with you. Но самое главное, вы должны обнаружить, подходит ли этот человек вам и вы ему. In network marketing, people do not buy the company, they do not buy the products, they do not buy the comp plan, they only buy one thing. И это уже стало притчей во языцах, что в сетевом маркетинге, когда люди приходят в этот бизнес, они покупают не компанию, не бизнес-план и даже не столько сам продукт, они покупают одну вещь. And that one thing is you. И эта одна вещь – это вы. И следующий вопрос, на который у меня упал глаз. Какая книга по сетевому маркетингу для вас стала главной? Well, I don't think I can answer that. Я думаю, что на этот вопрос я не смогу ответить. I've learned something from every book I've ever read, even if it was a book I didn't particularly like. Я на самом деле почерпнул что-то новое, интересное и чему-то научился из каждой книги, которую я прочел по сетевому маркетингу. Я могу даже сказать, что я научился многим вещам из тех книг, которые сами по себе целиком мне не понравились. And I don't mean to be evasive here. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я избегаю ответа на этот вопрос. But what I learned most about network marketing, the kinds of people I learned from were people, and they were my mentors. I sought them out and I made them my mentors. Я бы сказал так, все, чему я научился и с наиболее большим результатом, я научился у людей, которые стали моими менторами, моими учителями в этом бизнесе. И я целенаправленно этих людей выискивал. And I also made a decision that my mentors would be my friends. И я также поставил перед собой задачу и добился этой цели, что я решил для себя, что все мои учителя, все мои менторы станут моими друзьями. So I've learned the most from Tom Schreider, Richard Brooke, Randy Gage. Конечно, больше всего я научился у таких людей, как Том Шрайдер, Рэнди Гейдж, Ричард Брук. And those are just three off the top of my head. Это просто три, которые вот сразу пришли мне на ум. It's another reason I believe so strongly in mentor coaching. И это потому, что я лично считаю, что самая сильная учеба – это именно вот в этих отношениях с ментором, с учителем. Most books are the author talking at you. В большинстве случаев книга – это когда ваш учитель, когда тренер читает вам свою лекцию, рассказывает вам свое. When I wrote The Greatest Networker,